Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 5-й выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В прошлом выпуске текущие квесты в лесу закрыл, поэтому сегодня вваливаемся на таможню. Основной задачей на сегодня будет закрыть квест с пометкой наливников для прапора. И победители розыгрыша доступа в Тарков откликнулись и забрали ключи активации, с чем их и поздравляю. Вопрос с источником бесперебойного питания почти решен. Бог даст, к концу этой недели поставлю юпс и буду спокоен за ПК и за файлы записи. Непосредственно поддержали в этом вопросе на сегодня Лоргар, Вольфач, Диего, Алекс, Деканеконус, Олег, Сакамагери, Таскаич, Деус, Грандиас и Игорь. Ваши нескромные пожертвования я вкладываю в железо. Большое вам за это спасибо. Ну, ноги в руки и на промыслы, братва. Всем приятного просмотра. Добрая на сегодня страховочка подъехала, это хорошо. Совершенствуем безопасность до 2-го уровня. Теперь можем приступать к сбору составляющих для уровня 3-го. Это 3-й уровень освещения требуется, 2-й уровень доверия у механика. Целых 8 штук объективов, 2 LCD дисплея рабочих, 4 пучка проводов и 1 SSD-диск. Нормально так. По квестам быстренько пробежимся, посмотрим на сегодня у нас чего. Нефтянка, ага, есть. Санэпиднадзор, часть 1, водолей. Значит, газан. Значит, флешки надо найти, тут у меня ничего нема. Механик, еще маленький, надо расти. Егерь, говорит, 2 тушенки надо притаранить. Ну, барахолка еще рано тоже сюда пока заглядывать. Скоро будет у меня квест доступен с починкой панели, а тут для бартера у меня не хватает некоторых предметов. Есть у меня, конечно, в чемодане моем с хламом часть уже этих штуковин. Даже в 2 экземплярах надо бы сразу подготовить. Мало ли, может, мне так и не получится найти никакие инструменты. Может быть, проще будет, а так оно и есть. Проще будет бартер сделать. Забыл, что там еще надо было. 2 отвертки с красной ручкой надо будет нарыть где-то и родить 2 рулетки. Блин, а я их игнорил в предыдущих выпусках. И вопрос с сигаретами надо сразу решить. Тоже будет квест совсем скоро. У меня Винстон 5 пачек. Мальборо 4 пачки. Короче, нужна будет пачка Мальборо и 3 пачки Lucky Strike. Сегодня двигаем сразу на таможку в 11. Броник страховать я не вижу смысла, он у меня херовенький. Поехали сразу же на таможню. Главная задача это будет пометить наливники. 4 маркера у меня есть с собой, поэтому место они занимают. Было бы неплохо сейчас заспавниться на старой заправке. Это просто идеальный спаун был бы. Оттуда на новую, оттуда на стройку и через реку домой. Там и 4-й наливняк. Ага. На КПП диких появился, значит перестраиваем маршрут. Но здесь опасность могут в первую очередь представлять ЧВК, которые возле лэб спавнятся. Они, возможно, пойдут сразу же на скалы смотреть. А возможно и не пойдут. Но в любом случае, ближайшая заправка у меня новая. Главное, что решала там с заводскими, да? Не подвалил. На этот случай у меня есть ибупрофен. Пилюлю сразу же примем. Отсюда тогда на заводскую. Отсюда на заводскую. Но по новой территории я бы не пошел. Все-таки там довольно популярные тропинки. Тут побезопаснее будет. Все, спокойно, нет тут никого. Ключ от Гашана, конечно же, нету. Тайничок. Опа. Не надо, это снайпер на крыше. Все, пошел движ. Все, хватит выносливости. Все, нет, подожди, только не гранату, браток. На заправке бот. На крыше бот. За стеночкой бот. Но лучше варианта, чем проскользнуть здесь в разлом и попробовать внедриться в цех под снайпером, где газель стоит. Лучше этого варианта я пока не вижу. Сейчас выносливость подкоплю.
Сейчас шприцануть придется. Это, скорее всего, шуршит на крыше типчик этот. Ладно, рискнем. По-другому никак. О, фак, он здесь, прям на углу. Нет, 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 нет. Возвращается. А меня уже там нет. Нормально. Электродвигатель как раз для вентиляции мне нужен. Чуть-чуть оглядимся, осмотримся тут. Так, пока без фанатизма. Ну и чтобы не особо спешить. Сейчас народ немножко рассосется. Во. Это хорошо. Это, скорее всего, дикий, который на заправке, да, орал? Мамана. Держать курс буду на старую заправку. Там второй наливняк. По квесту. Все нормально пока. Пока стреляют там, где меня уже нет. В ближайшее время не будет. Блин, тут кто-то есть. Возле лута остановился. Кто это? Дикий? Подай голос. Вот черкашит как дикий. Это был дикий. Блин, зараза, еще выходит стволом на меня. Шуманул, вот это вот плохо. Ух ты, блин. На базе решал движняк какой-то. Ага, это снайпер на крыше с СКС, помните? Кто-то его там беспокоит. Фу, перебегать назад, по-моему, будет проблемой. Лучше я дождусь, пока прикипит этот маячок. Кто-то лазит, что ли, не пойму. Ну, дверь открыта была. На заправку. Кого он стреляет? Кто-то там в 4-м. Ну, по любасу надо валить отсюда. Ладно, под шумок свалим. Все, и здесь цех открыт уже, видал? Кто-то внедрился. Хотя если заправка открыта, не исключено, что с этой стороны, наоборот, пошли на базу решала. Это правильно ведь? Круглогубцы. Хотя они мне, по-моему, уже не нужны, эти круглогубцы. Я уже элит пассатижи все выменял, мне 3 штуки надо было.
О, наушники. Разор, неплохо. Пойдет, пойдет. Так. Тепереча, куда мы двинем? Тепереча мы двинем на стройку. А на стройку, чтобы я перепрыгну тогда здесь сейчас через сортир. На КПП. Ключа от выхода с завода нема. О, ништяк, еще и шлем, смотри, улак. Продать можно. И прицел я тогда тоже выкину. Вернется по страховке, а трофейны мы вот так на сейгу присобачим. О, симпатично. Ха! Времянка-то открыта. Ну вот, видишь, и не обязательно ключи с собой таскать. Подошел, а тут уже все открыто. Так, заправка есть, блин, это не очень хорошо. И настройки, по-моему, стреляли. Может, тут открыть ли? Нет. Халява есть, но не сильно. Губу закатал назад. Получится, нет? Походу перегруз. А, на Мурка она все равно сломанная. Что ее там таскать с собой? Оп. Или Мурка ни при чем получается. Да, нормально все. Сейчас здесь заборемся где-нибудь в разломчике. Главное, чтобы те товарищи, которые на базе решалы были, сюда не поперли в общаге. Ой, блин, там... И тут кто-то. Все, вы меня не пустите, пацаны, да? Чеми, перцов! Понятно. Тогда в обход. От этого ближнего по-любому надо избавиться и в обход двигать. Главное, чтоб тот мне в ухо не дал. Все, все, отъехал. Тихо, тихо, тихо. Нормально все. Во, опять этот автомат. Так, со стройки. Со скелета кто-то захреначил дикого. Как хорошо, что я там не пошел, а? Дикие мне, возможно, жизнь спасли. Сейчас мы спокойно здесь обойдем. И никаких приключений не будет. А, нет, там сидит дикий. Твою мать. Здесь как? Можно, не можно? А, понял, не можно. ЧВК. Лучше я уж тогда с диким схлестнусь, чем с ЧВК. Там эти 7 миллиметров, конечно, хорошо по мясу. Да и не принципиально мне с той стороны обходить. Мне и здесь спокойно. Здесь в разлом заборе фить зашел. Тем более он здесь раз прошел, уже все зачистил. Дикий этот не пустит меня. А тут есть овражек. Придется избавиться от него.
Работаем. Хорошо. Ну, по мясу с дроби-то кайф. Отъезжают только так. И это еще не самый хороший патрон, не самая сильная картечь. Да пусто, он все тут зачистил. Он же пришел отсюда, ЧВК этот. Ставим маяк и валим нафиг отсюда. Как раз можно посмотреть будет тушенки на перекрестке на этом. Чисто. И тушку поглядим, и тушенку. Тут кто-то лазил. Кошка на руку прям легла. Уходи. Кассу вскрыли. С этой стороны, видимо, и пришел этот товарищ, что ли. Или это уже другие какие-то. Шустро работаете. О, разгрузочку я отниму у тебя. Тебе она все равно уже не нужна. А нам пригодится. 105-й. А он в нулину убитый. Ладно, кушать не просит. А, да, точно. Здрасте. Здесь кто-то и прошелся, прогулялся. Да, надо что-то там, она битком, походу магазинов куча целая. А что там по патронам у тебя? Покаш, раскаш. ПСки. Не надо. У нас 1+5. Такая же, как у меня. Даже хуже, по-моему, чуть-чуть. Заберем домой в любом случае. Так, все идет пока по плану. Теперь можно переходить канал. И я думаю, что на той стороне сейчас поспокойней. Те, кто там заспавнился, они, скорее всего, на базе решалы. Как раз и пересеклись с теми, кто с моей стороны, с 4-го цеха подтянулся. Но, если честно, устойчивое такое ощущение, что здесь кто-то есть. Прям вот нутром чую. Или кто-то наблюдает за мной. Или я кому-то на пятки наступаю. Не знаю почему, но вот такое ощущение. Вроде ни шума, ни стрельбы, ничего. Блин, деревня, что там у меня? А у меня вон энергетика есть сейчас. Гидрацию. Чик. А что, двери-то не закрыли? Что такое? Не умеете, что ли? А, она не закрывается. Вау. Да тихо вроде. Давай скрипучку посмотрим. Времянку с медициной. Пока тишина. Чё с полупустым мешком-то выходить? Во, офтальмоскоп, шприц. Вот это я домой хочу забрать. Что еще тут? Шину я не куплю потом нигде. Вот это вот я куплю потом у прапора, в случае чего.
Всё, шприц вынесем. Шприцы и переливы хочу для бартера подкопить. Они пригодятся мне для обмена у медички, у терапевта, на кейс для медицины. О, газанище. Товарищ дорогой. Это домой надо идти. По-любому. Газан целый. Эту хрень я... черти знает сколько буду искать. Так что не раздумывая. Кто-то ходит. В гаражах кто-то ходит. Вы ее мать, не думал, птица это граната, если честно. Что, ты не выйдешь? Ну все, блядь, ты огребаешь! Ну, правильно. Дикие никакие мне не нужны, никакие мне перестрелки с ЧВК тоже не нужны, так что все отлично. Газан вынес, а на радостях забыл последний наливняк-то пометить. Он как раз у меня на выходе там был. Но меня смутили шаги, если честно, в гараже. Поэтому, наверное, может, оно и к лучшему, что я вышел. Пойду еще раз на таможню буду собираться. Сейчас выгружу добришка хорошего. Я прям уже третий офтальмоскоп, блин, офигеть. Вот это везение. Больше нашел офтальмоскопов, чем газанов в этом вайпе. Пока, по крайней мере. Необъяснимо, но факт. Санэпиднадзор. Закрываем часть первую. Газоанализатор удалось вынести из рейда. Это здорово. Они нужны с галкой, поэтому надо было по-любому идти на выход. Но поиски газанов на этом не заканчиваются. Санэпиднадзор, часть вторая, требует найти в рейде 2 газоанализатора. Квест «Нефтянка» можно продолжать выполнять. Не обязательно делать все в одном рейде, засвечивать их маяками и выходить. Можно все это дело засветить, либо частично засветить и в другом рейде выйти. Не сбавляем темп, валим сразу на таможню, 15. По времени страхуем тряпки и вперед, надо допилить этот квест, за сегодня я хочу закрыть его. Теперь мне нужен, наоборот, спавн, появление на карте вообще в другой стороне. Было бы здорово в районе где-нибудь гаражей каких-нибудь появиться и погулять какое-то время. Если сразу удастся пометить наливняк, то спешить на выход я не буду. Похожу какое-то время в рейде, примерно до середины рейда по времени, и попробую зайти в общежитие. Может быть, 206-ю уже на тот момент кто-нибудь откроет. Квест ведь не только я выполняю. А то у меня ключа нет, пока по-другому никак. Я у канала, да? Ну, не самый плохой спаун, я бы сказал. Могло бы быть гораздо хуже. Единственное, на ту сторону мне было бы безопаснее в центре перебежать, но я рискну последними зубами. Тут точка появления на карте передо мной. Если бы в мою сторону бежали, уже бы столкнулись лбами. Хотя ребятам, которым нужна общага, они как раз мне навстречу сейчас оббегут. Наверняка. Если общага им не обязательно, то, скорее всего, пойдут либо на ВСРФ, либо будут на таможне в офисах тереться. Поэтому... вдоль стеночки, может, здесь. Чтобы не искать приключений на 5-ю точку. Выносливости лучше надо 4-го. Круто. Интересно, выносливость... Выносливость качается, скорее всего, тогда, когда она, типа, восполняется. Не когда ты тратишь ее, а когда она восполняется. По ходу дела. Вроде думаешь такой, потихонечку сейчас пройду, а тут кусты шуршат так, что... их из гаражей слышно, как пить дать. Чекист-неудачник. Вон он на дороге стоит наливняк.
Ага, все, пошла жара. Это где, времянка? Синяя. Не времянка, сторожка. Примерно. Да, походу ребятки не стали гаражи лутать. Или по-быстренькому все прошерстили. Ну и молодцы, я ставлю маячок. И тут скоротаем времечко. Ну чё, я тогда торопиться не буду сейчас в общежитие пока. Как раз у меня будет время сейчас гаражи посмотреть. Если будет тихо, можно будет еще раз забуриться в эти синие сторожки, картотеки попялиться. Кто его знает, может там также газоанализатор лежит. Выжить, выйти с локации надо. А я совсем забыл про доки, их надо... Их вне рейда надо перенести в рейдовый. А то как-то нехорошо получается. Квест выполнил, а папка у меня до сих пор. Компромат. Мать его. Нарываюсь. На бан. Вот и шлем подъехал. Бастиончик. Мне эти шлемы пока не нужны. Нет, конечно, безопаснее оно в шлеме. Все-таки какая-никакая защита макушки, затылка и ушей в улаке. Допустим, 4 класса. Это здорово. Но пока я буду продавать. Учитывая, что у меня броник там 20 с чем-то всего прочности. Это так чисто. От дикого не откиснуть. ВД-40. С ВД-40 я смогу потом нарезать с них маленьких ВДшек. Они мне нужны будут. Будем крафтить потихоньку уже скоро. Предметы квестовые. Барахолка откроется на 20-ке. Это вообще будет пипец. Кто-то ходит за гаражом здесь. Процесс пойдет вообще. Будь здоров. Не остановишь. Ну и кто здесь? Местные? Да, местные. Третья комната от общежития. Это интересно. Ух ты, я пушку нашел. О, Ксюха. Пойдет. О, и этот под... Эй, ты куда? Давай общаться. Мне Ксюха по квестам нужна будет. По оружейнику. Он здесь. Бум, шакалака. Славно от сайги отлетают. Она еще бухает так жестко. Прям сила чувствуется в ней, но на самом деле... Все зависит от патрона. Магазин что? Выкинул? Ну, молодец.
Блин, мне не нравится эта СКС. Кто-то до сих пор там трется. Можно попробовать со скрипочки заглянуть. Под шумок лутануть быстренько картотеки и свалить отсюда. Пока никто не видит, пока не... А, там Дикий сидит. Все, ты спалишь мою позицию, да? Понял. 103-й ключ я нашел от общежития. Этот ключ открывает комнату в трехэтажке на первом этаже. В каком-то из источников я видел такую инфу, что в 103-й этой комнате можно найти провизию. Консервы и прочие прелести. Но, честно говоря, сколько я там не пытался открыть 103-м ключом, ну, может быть, раз 5-6 я открывал, и там всегда было пусто. Будет лишний повод посмотреть. Что там ребята говорили? На мосту смотри, говорит. Там провизия, 3 машины с провизией. Сайра. Захаваем. Оно раз на раз не приходится. Здесь, конечно, я тоже находил и тушенку высокую, все на свете. Пошли тогда и перекресток глянем. Не перекресток, как он? А развилку типа. И тут в багажнике можно. В универсале. Нет, тоже нету. И в ларьке. Ой, не в ту сторону открывается. Нормально. В пути отхода. И устал. 0 выносливости. На работе дверь пинал. Бабосики. Выглядит все мирно. Стоит расслабить боль. А что это, он открытый, что ли? Интересно, девки пляшут. Ух, мать, мне надо попить бы что-нибудь найти. Молодцы, парни, развлекайтесь. Попить бы найти не помешало. Я бы тогда и Сайру заточил, и энергию сразу же пополнил бы. Сейчас посмотрим. Кто его знает, может быть в 103-й реально сейчас найду провизию, раз на раз не приходится. Оно же вроде бы как и с магазинами этими на 60 патронов. В ЗБ-14, которые, они там спавнятся. Но никто не гарантирует, что они каждый рейд там спавнятся. Может 5-6 рейдов сходить и не найти. А в следующий рейд выйдешь, там их штуки 3 будут лежать. Так, скорее всего, и с этой же 103-й комнатой, да? Выглядит нетронуто. Наверха лазить не буду. Говорю сразу, только 103-ю проверю. И пойду в двухэтажку. Только не в голову, парни. Да хрен там, пусто. Пустые только банки. И коробки пустые, и полки пустые. Тут пусто. Сожрали все. Порожняк. Только сосед ходит голодный. Или сытый.
Пошел на ту сторону, но это дикий. Главное, чтобы не заводской. И кто-то близко здесь в упоре, еще их двое, что ли? Баклан! Все открыто. Спящий открыт, и это хороший знак. Значит, здесь кто-то лазил в двухэтажке. И вполне возможно, да, открыты все двери. Вполне возможно, что я сейчас спокойно войду в эту комнату 206-ю. Ох, блин, а бронеразгруз-то у него целехонький. Давай. Махнем не глядя. Ящик открыт. Я кого-то слышал здесь, отвечаю. Кто-то на втором этаже трется. Сейчас пока лутаю, как выскочит мне. Ой-ой-ой, я вот это хочу забрать. Пожалуйста. Ага, слышал, да? Твою мать, это дикий, оказывается. Нормально. О, открыто. Открыто, пацаны. Вот она, 206-я. Только что-то квест говорит. А, он потому что надо выйти, выжить с локации. А деньги я не взял. Сейчас бы на общаге попробовал выйти. Окей, тогда... Тогда 12-й. Или 11-й. Тут давай выйдем. Можно было бы идею эту разгрузку себе забрать, но она... Что там мне? У меня и так уже перегруз. Тем более место есть свободное. А вот теперь мне интересно, куда вы, ребята, топанули, в какую сторону, где у вас выход? Ни одного трупа не было, они просто зашли, быстренько все осмотрели и свалили оттуда. Бегу ли я за вами? По-хорошему бы в эту сторону пойти, но там я слышал, по металлу что-то лязгало. У меня на кону 2 квеста, если выживу. Не буду я, пожалуй, рисковать. О, да. О, все, понятно, понятно. Все правильно. Тогда не лута ради, а выживания для... Будем тогда доверху мешок набивать. И по дальней тропе пойдем на выход. Под лэп тоже не рискну лутаться.
Да здесь в обходе. Что мне тут? Ящик. Пару тайников. Да и там ближе к выходу 100% я сейчас нормального лута наберу. А то этот юнтар, магазин, нафиг бы они. Вот, шланг. Это хорошо. Сейчас добра наковыряем. Как пить дать. Ох, не зря я ушел здесь, а. Ох, не зря. Там и с глушителем, еще из дробовика кто-то фигачить начал. То ли балуется кто, то ли дикий. Проход между скал, и за ним сразу куст с тайником, который редко кто лутает. И он не открыт. О, кабель. Ой-ой-ой, аквамарин. Наконец-то я нашел себе питье. Ща похаваем. О, 11 энергии, 15 гидрации. Да здравствует метаболизм. Вкусно. 58. Нормально, нормально. Аквамарин, кстати, не только гидрацию, но и энергию чуть-чуть повышает. Еще можно жахнуть. О! Блин, классная штука, да? Чуть-чуть отхлебнул и все. Сушняк сбил. Брендецел открыл, отпил. И все. Что-то там война какая-то идет. О, здесь открытый, смотри, тайник. Но спички я возьму. Что-то стрельба там вообще не утихает. Возможно, там крыша у дикого потекла какая-то. Такое бывает иногда. Я такое часто в ПВЕ замечаю. Я иногда в оффлайн запускаюсь, что-нибудь проверить там. А вот там труп, по-моему, лежит, да, у трубы? Блин, я бы сейчас на выходе с ними бы не этовался, да? Не пересекся бы, они сейчас подрезать меня могут. Спешить не буду, значит. Значит, поглядим тут чего. Тут никто ничего не лутал. А хотя тут что-то какая-то фигня лежит. Непонятная. Что это такое? Хрень какая-то. Деньга. Во, спираль мы заберем. Ой, рулетка, зашибись. Как раз мне для бартера на инструменты рулетка. Огонь. Тут тоже не лутали. Тоже полный. БТ забираться. А Емеля, когда ты нужен был, нет у тебя. Да тихо в этой стороне, ни диких что-то никого. Рискну, пожалуй, посмотрю тут лут. Очень уж заманчиво. Блин, там ящик с инструментами еще на спящем. Хардец.
Пекарь, хотя он нафиг... Ну, да ладно, выкинем, если что. Если нет, продадим. Мне же рулетки, отвертки нужны, либо инструменты. О, ножницы по металлу. Как раз они ВД большую и нарежут на маленькие, да? Только я не помню, какой уровень... Вот то, что надо. Но я тебя как... Вообще, так и думал, что ты здесь. Как чувствовал. Не помню, какой уровень верстака нужен для того, чтобы нарезать большие ВД на маленькие, но... Заберу, пусть будут. ВД, может быть, не получится найти нужное количество к тому моменту, когда квест этот откроется. Да и в убежище они, по-моему, при стройке нужны там кое-где эти ВД маленькие. Так что пока оставим. Во, вот это нам надо. LCD рабочий. Вообще это помещение обожаю. Я тут столько добра вынес. В каждом вайпе меня выручает. Оно. Здание. С дырявой крышей. Болтики, пожалуйста. DVD. Нужен, не нужен, не помню, если честно. Еще один LCD, ёлы-палы. И патроны вот эти можно выкинуть. Вот тебе и 2 LCD. Сказка. Вот тебе и для безопасности следующего уровня уже 2 LCD готовы будут. Ну теперь точно домой. Решетка уже открыта, видимо, ребята здесь и вышли. Так что и мы последуем их примеру. Здорово. Повезло, что 206-я комната была открыта. Также можно попробовать и другие квесты сделать. 3200, 300 почти опыта. Но диких я никаких не стрелял, они пока мне не нужны. Но в ближайшее время точно пойдем на охоту. Помимо прочего добра, я вынес еще и отвертку с красной ручкой и одну рулетку. Значит, один набор для бартера на инструменты у меня имеется из 5 составляющих. Все, нефтянку можно закрывать, 4 маяка мы поставили, все наливники помечены, вышли с локации, план на сегодня выполнен. Теперь прапор говорит компромат, найти защищенную папку 2031 во времянке на таможне, это на заводской территории, где скелет. У меня ключа от этой времянки пока нет, но предыдущий рейд говорит о том, что не обязательно иметь ключи, достаточно полазить где-то по локации, пошуршать, пострелять, и где-то на середине рейда, можно даже ближе к концу, просто посмотреть квестовые помещения, возможно, кто-то их уже открыл до вас, выполняя тот же самый квест. Бункер, часть 1. Этот квест надо выполнять на локации резерв, но на резерв я пока не собираюсь. Нужно будет спуститься в бункер, найти комнату управления в подземном бункере и выжить и выйти с локации. Всему свое время. Операция Водолей, закрываю этот квест. Круто мне повезло с тем, что 206-я комната в двухэтажке общежития была открыта. За чей-то счет я закрываю квест терапевта. Ну и вот он повод сходить на таможню. Нужно уничтожить 15 диких на территории таможни. Операция Водолей, часть 2. Все нормально. Мне на таможне нужно будет еще и Водолея теперь сделать. Плюс будем пока лазить, стрелять диких. Пройдет какое-то время. Подходишь к времянке. Она открыта уже кем-то. Берешь папку, выходишь, все, изи-пизи, квест закрыт.
Все радуются. Конец. Классный квест. Я кайфую от ПВЕ квестов. Оружейник, часть 2. Могу принять квест, но пока приступить к его выполнению не вариант, так как мне нужен магазин на 60 патронов. Нет у меня ключа от ЗБ-014, чтобы походить в лесу, его пошуршать, посмотреть. Поэтому либо ждать, пока будет возможность на 2 харда поменять, или сколько там их нужно теперь. То есть либо бартер, либо найти где-то его в рейде, в подсумок заныкать. Можно будет даже без галки делать. По большому счету план на сегодня уже выполнен, но я чувствую, что выпуск получится коротенький, там меньше часа. Поэтому давай, наверное, за Дикого прогуляемся также на таможню. Дикий — это тот помощник, который может сейчас полазить по локации. Это хороший план Б, отличная альтернатива для того, чтобы попытаться вынести для квеста те же самые банки высокие с тушенкой вкусной для егеря. Ну, либо газоанализаторы, чё. На таможне картотек хватает, слава богу, открытых. Пошли, короче, за Дикого на таможку. Можно даже для пущей атмосферности вечерком выдвинуться 20-28 и завершить выпуск на закате дня. Пацаны уходят на закат. Дикий выходит в рейд обычно к середине, примерно плюс-минус рейда. К этому моменту половина ЧВК уже друг друга перебьют, ну и плюс боты тебя не трогают, ровно до тех пор, пока ты их не трогаешь. О, а чё такое? О, УФЗ, нифига, вот это подгон Тарков. Это свои гоп-стоп пропивал он, да. Гарный хлопец. Молодчага. А у нас всего 11 минут, 10 даже минут осталось. Выход перекресток я выбираю. Ворота на старой дороге — это за общагами. Чем мне там по пути нечего лутать? Общаги только если. Но мне нужны вот отверточка, гаечка. Вот такая красота мне нужна сейчас. А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. А все эти тряпки, пушки, это пусть другие таскают. Ух ты, хорошая рукоятка какая. Ну что, я пойду на перекресток. Перекресток здесь за каналом. И у меня здесь куча целая. Успеть бы это все залутать за отрезок этого времени. Уже красный таймер, что? Здесь 2 тайника. И на ту сторону 2 времянки в обоих картотеке. Плюс в саму таможню можно занырнуть. И если получится, еще и в гаражах прошвырнуться по шурику. Если быстро все делать, все это проверим. Сумка, конечно, небольшая, но... А можно в вагончике вселим здесь. Там есть местечко, где спавнится МБСС рюкзачок. Он чуточку больше спортивной сумки. Вот здесь, в контейнере. А, нет, в углу прям там он бывает появляется. Ну и ничего, хоть спортивная сумка, и на том спасибо. Все не с голой жопой. Во, волына какая-то. Нормас, продадим. Все, пойдет. Пошли в скрипучку. Нагло, неосторожно, быстро. Время поджимает. 8 минут. 7 даже минут у меня. На всякий случай с запасом, чтобы если вдруг что на выходе, непонятки какие. Физраствор мне нужен. Для медблока нужен. Быстрей. О, тоже надо. Опа, свеча, это хорошо. Свечу нам даже не сварить нигде, так что свеча — это находка. А их 8 штук понадобится, и все с галкой.
Чисто на удачу здесь. Пошарим. Здесь никто не пришьет меня. Нет, там закрыто. Жаль. Если ящик внизу не тронули, то 100% и сумку здесь тоже, да, не тронули. Это что, отбеливатель? Пригодится. 6 минут. Что, успеваю я еще временку вторую посмотреть? Там же тоже картотека. Ух ты. Если что, какой бы вкусный лут ни был, будем приоритет отдавать пусть дешевому, но нужному для убежища или квестов. Блин, красотища-то какая. Увидеть вечерний Тарков и сдохнуть. Бам! Бинго, пацаны, инструменты. Вот так вот. Это что такое, азушка? Азу. Азу. Нужна, не нужна, не помню. Не помню. По-моему, нужна будет азушка. На всякий случай я бы забрал ее. Да ну, дрель тоже нужна. Но она чаще встречается. Пауэрбанк 100% забрать. Акум. Иди, твою мать. А можно я эту сумку тоже заберу с собой как-нибудь? Или хотя бы коробку картонную дайте вместо оружия в руки. Пусто. Так, гаражи. Успеваю? Да, я успею еще, блин, 4 минуты. Если все будет гладко и без приключений, никто мне не помешает, то я успею все тут быстренько. Так, чисто без фанатизма. Ключевые точки спящего. Ящик. Гараж с 9. Вот отсюда начнем. И по зигзагу. И как раз на перекресток и выйду. Не надо нам это. Оба-на. Броник. Нет, разгрузка. Но больше, чем моя. Поэтому мы... Вот, еще чуть-чуть будет места. Сейчас еще вот сюда перекинем. Вот, зашибись. Еще куда есть что напихать. Давайте вот я все заберу. 3 минуты. Горим. Болтики. Кайф. Ваше здоровье. Кусаки? О, элит. Хотя они мне сейчас уже... Возможно, понадобятся еще для убежища. Так, 3 минуты. 3 минуты. Успеваю. Нормально. Класс. Вечерний Тарков на закате. Это вообще что-то с чем-то. Особенно если рейд спокойный. О, газан, пацаны! Сегодня хороший день, чтобы сдохнуть. За один день 2 газана нашел. Чисто по пути. Ну все, ящички. И домой. Еще и волына. Автомат какой-то нашел. 104-й.
Ух, мать. Мне же оружейник потом надо будет делать. 104-м. Мурка. Прочь. Вот так вот. Блин, это какой-то сон, по-моему. Что за везучий такой дикий. Вот, видал, меньше 10 минут, да. И все, только гаражи утонул с томошкой. Ай да везучий негодяй, а. Хорош дикарь. Короче, у меня получится еще и баблишко поднять. Тут и квестовые, и все на свете, и вообще просто офигенски. Хорошего лута нашел, да еще и с ОФЗ появился, тупо везунчик. Тупо везунчик. Еще не вечер, конечно, но радует, что я смог 2 газана найти, один остался, я закроюсь на Пятнадзор, вторую часть. Думал, метался, плевался и решил свой аккумулятор все-таки вложить в улучшение вентиляции. Один всего аккумулятор у меня в схроне, и тот с галкой, и он нужен мне будет по авторему для терапевта. Но я что-то подумал, я же потом смогу все-таки крафтить этот аккумулятор. И в крайнем случае доберусь до барахолки и там выполню квест. А вентиляцию могу улучшить прямо сейчас, так как есть электродвигатель, аккум и 3 кулера. На то мы решим. 3 часа ждем улучшения вентиляции 2-го уровня. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Крайне везучий сегодня у меня оказался денек. Поставили безопасность и зарядили еще и вентиляцию. Нормас. Но, пожалуй, на сегодня хватит. Всем всех благ, хорошего настроения, удачных рейдов. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.